Рада приветствовать вас у себя на канале. И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своей такой маленькой небольшой радостью, которую я совершенно, скажу честно, не ждала. В общем, это кое-какие маленькие изменения в моих орхидеях. В общем, какие изменения, сейчас вы все увидите. В общем, начнем с изменений. Самое главное изменение моими орхидеями, это началось сегодня первое изменение, это вот с этой орхидейкой. Вот у нас начинает расти цветоносик. Вот он. Вот он растет. Это вот буквально, девочки, все у меня произошло за неделю. Вот цветоносик. Также я вам сейчас покажу, как он, цветочек, себя чувствует, что какие дальше изменения, которые с ним есть. В общем, это вот то чудо, которое вылезло. Оно сейчас пока, я вижу, стоит на месте. Но, в общем, я решила его обмотать мхом. Вот. И каждый день вечерком я его обрызгиваю. Вот. В общем, это как было, так и он пока стоит на месте. Ну, он пока не подсыхает, ничего. А вот этот вот, это, как я понимаю, конечно же, это цветонос. Вот. В общем, он растет и, как видите, тянется вверх и начинает расти. Также вот, это тоже, как я понимаю, тоже будет цветоносик. Вот. Ну и сейчас последняя, как говорится, надежда моя на вот это вот чудо, которое я вам уже показывала. Вот. Тоже он, ну как сказать, не сильно растет, но тем не менее не стоит на месте. Вот, вот такое. Мне написали в комментариях, подписчица написала, что детка, когда она начинает созревать в процессе невроста, когда идет расти, вот она, вот этот клювик, он начинает раздваиваться. Вот. И это как бы означает то, что появляются первым делом там листочки. Так, с этой орхидеей пока никаких изменений нету. Вот. С этой нету. Вот моя, которая недавно единственная цвела, она сейчас тоже вот у меня выпустила цветонос. Вот. В общем, такая вот нежданная у меня новость. И реально вам скажу, это все в один момент. Вот. Потом желтая моя, которая меня процвела, она меня цвела зимой. Вот. Потом цвела летом. И вот сейчас после некоторого перерыва опять начинает цвести. И вот моя орхидея, та, которую я пересадила в закрытую систему. И вот, как видите, тоже у нас такой вот цветоносик лезет. В общем, как? Ну, чувствует она пока себя вроде нормальным. Не скажу, после пересадки ничего такого ужасного с ней не случилось. Ну, в общем, как-то так. А вот остальные орхидеи, те, которые я, скажу так, я их выносила на улицу. Не на улицу, а на балкон. Это вот эту вот я выносила. Потом выносила... Нет, реанимашку я вообще не трогала, потому что она до сих пор... И выносила вот эту вот. Вот эти я что я выносила, они у меня стоят сейчас спокойно-преспокойно, ни в каком движении. Ну, естественно, эти я никуда тоже не выносила, потому что тоже не стоят. Это камбрия, как видите, и дендрофаленопсис. Вот, у нас сейчас, кстати, включили уже наконец-то отопление, и уже теперь я буду с уверенностью их устраивать им ванную, не душевую процедурку. Хочу устроить всем. У меня есть в душе такая насадка, которая распыляется, как превращается вода в дым. Вот, и вот это вот хочу теперь попробовать. Так, ну что, мои дорогие, вот такие вот на сегодняшний день у меня изменения с моими орхидеями. Как для меня это очень огромные и глобальные такие изменения, которые я, скажу честно, не ждала, потому что орхидеи меня цвели зимой, цвели летом. Кстати, летом начали цвести из-за того, что я начала применять чеснок. Вот. И вот сейчас тоже, в данный момент, они тоже, как вы видите, начали выпускать цветоносики. Вот, в общем, я, как всегда, настаю на стороне чеснока, потому что уже сколько у меня уже видео о всяких изменениях, о том, что растут отличные жирненькие корешочки, отличные крепкие листья. Скажу вам честно, прекратилось потрескивание листьев. Вот. Ну,
потрескивание, конечно, есть, но это на тех орхидеях, вот, которые, вот, допустим, вот эта вот орхидея, которая, это механическое такое вот воздействие, потому что, когда его покупали по уценке, вот, он был в плохом состоянии, вот, и вот это вот листочек был порван, в общем, вот так вот. А на сегодняшний день у меня нет одного листочка, который потрескан, нет, обманываю, вот, это та орхидейка, которая была реанимашечка, и вот треснутый листочек. Но в данный момент те листочки, которые молоденькие, которые только повылазили, значит, расти, вот, они все без единой трещинки. Вот, в общем, не знаю, я помогает этот чеснок в чем-то, не помогает, но я, как вы видите, стою на своей позиции, и я этому очень рада, потому что, скажу честно, после того, как я применяла всевозможные препараты, удобрения для орхидей, у меня никогда не было даже похожего на цветонос, понимаете, вот, и после этого у меня просто есть теперь выбор, что выбирать, чеснок или удобрение. Я, конечно, выберу удобрение, потому что результат виден на цветах, вот. В общем, я никого никуда не агитирую, это выбор каждого человека, как он хочет, так и будет свою орхидею удобрять, за ними ухаживать, но, тем не менее, я считаю, что какой-то опыт и какой-то со стороны какое-то мнение для вас, может быть, будет полезно, потому что у каждого человека всегда есть выбор. Вот. И у меня просто было когда-то в сообщении, мне писали, кстати, на YouTube, что вот, это просто реально какой-то бред, это невозможно, потому что чеснок, что это чеснок? Чеснок это овощ, который идет у нас. В общем, для цветов это просто какой-то бред. Ну, как вы видите, бред не бред, а результаты как бы есть. И очень много людей меня отписываются и просят, говорят в комментариях, что вот реально мы думали, что это все миф, на самом деле чеснок помогает буквально после первого применения. Вот. Ну, не знаю, я опять не собираюсь поднимать эту тему чеснока, потому что все бы прекрасно, кто смотрит мои видео, все прекрасно знают и понимают, о чем идет речь. Вот, в общем, на сегодняшний день вот такие вот у меня изменения. В общем, что будет дальше, посмотрим. Как они будут себя чувствовать, тоже все мы это дело обязательно я вам буду показывать и рассказывать. Вот. Ну, а на сегодня, наверное, пока все. Как всегда, желаю всем бурного цветения, здоровых корней и крепких листьев. Спасибо вам огромное, что вы меня смотрите. Спасибо огромное, что подписываетесь. Я очень рада, что мои видео и мои советы кому-то нужны. В общем, спасибо всем. В общем, всем пока.